Ярослав Шейн, я занимаюсь живописью и работаю в Москве. Я работаю в основном с холстом и красками, вот, хотя мне кажется, что это для меня такого рода key visual больше, потому что на самом деле работаю еще со звуком, работаю еще с видео, но живопись — это всегда то, что представляет все твои идеи. Я учился в Авгике, и изначально не было никаких предпосылок к тому, что я буду работать с холстом, потому что я хотел заниматься анимацией и компьютерной графикой. Ну, что меня вдохновляет? Меня вдохновляет то, что меня окружает. Я не люблю вдохновляться в музеях. Конечно, у меня есть любимые художники, что-то, что мне кажется интересным, вот, но для меня это больше минус, если мне говорят, что я на кого-то похож или в моих картинах узнается что-то. У меня совсем недавно я обнаружил, что я немного синестет, вот, и я это использую в своей живописи достаточно активно. И мне нравится, когда есть в картине цвета, которые никто больше не видит. Ну, мне кажется, что вообще, что такое абстрактная живопись? Да? Это иллюзия думать, что абстрактная живопись — это отсутствие чего-либо, вот, что это просто какой-то хаос. На самом деле каждый, кто пробовал хоть раз что-то нарисовать, даже если он хочет изобразить хаос, он сталкивается с тем, что этот хаос ему нужно как-то структурировать. И так или иначе ты сталкиваешься с тем, что тебе приходится рисовать. И вот это большая проблема, когда ты, с одной стороны, хочешь передать какую-то пустоту, вот, но при этом ты все равно должен что-то рисовать. И я часто перед холстом очень долго думаю, потому что я не знаю, что мне нарисовать. Я не знаю, как его собрать из того буйства красок, которые у меня есть в голове. Это очень сложно на самом деле. Да, фигуративности я не избегаю. Мне просто это неинтересно. Мне кажется, художник уже давно упустил монополию на изображение. Вот, и я раньше занимался портретами, в армии писал портреты. И с одной стороны, это очень интересно, вот, но в то же самое время ты думаешь, если я хочу нарисовать твой портрет, я же могу воспользоваться пленкой, я же могу воспользоваться цифровым видео, да, я могу воспользоваться звуком. Столько всего есть, чтобы как-то поговорить о тебе. Почему я должен тратить часы на то, чтобы вот именно рисовать тебя? Я работаю с сериями, и через какое-то время они себя, разумеется, и идеи, которые в эти серии вложены, через какое-то время они себя изживают, поэтому я переключаюсь на какие-то новые идеи и, соответственно, новые серии. Но в идеале, мне кажется, было бы здорово найти какую-то историю, которую ты бы мог использовать до конца своей жизни. Вот это моя цель. И чтобы у меня у самого не было ощущения, что я повторяюсь. И у зрителя тоже, чтобы не было этого ощущения. Потому что часто бывает такое, что говорят про художника, ну он же уже это писал, или ну это вторично. Но мне кажется, идеально, если художник повторяется, но никто этого не чувствует, потому что его идея, его техника, она настолько глубока, что люди не замечают, что это повторение. Очень устаю от своих картин, и всегда самое любимое последнее. Вот. Но проходит время, и ты не можешь на нее смотреть просто. По поводу эскизов, я не верю, что это возможно в абстрактном искусстве. Ты можешь какие-то цвета замешать, ты можешь попробовать, как работают материалы, но эскизы, то, что получается на маленьком кусочке бумаги, вполне возможно не будет работать на большом холсте.
Мне кажется, у меня по-другому происходит. Я вхожу в какой-то диалог с материалом. Вот я знаю, что у меня сегодня, например, холст 2 на 2. Вот я хожу, трогаю его, смотрю, как чего. Вот, и он диктует определенные отношения к себе. Мне кажется, что место, в котором я работаю, оно, конечно, и как-то оказывает на меня какое-то влияние. И, как я уже сказал, потому что художник, он так или иначе, он отражает то, что вокруг него происходит. Либо он абсолютно этим недоволен, и он замыкается в каком-то своем внутреннем мире, в своих фантазиях, и ему достаточно просто угла, в котором бы он сидел, его бы никто не трогал. Вот. Либо же он как-то взаимодействует с тем, что его окружает. Мне кажется, я взаимодействую с тем, что меня окружает, и мне очень повезло, что я нахожусь рядом с творческим, можно сказать, кластером. Вот. Но я должен сказать, что когда я жил в другом месте, я его посещал чаще, чем когда я начал жить здесь. Вот. И мне нравится, что это рядом. Вот. Мне очень нравится район, но я не могу сказать, что вот эти вот галереи, какие-то заведения на меня сильно влияют. Скорее всего, на меня влияет сама геопозиция. Мне нравится возвращаться сюда, нравится чувствовать вот этот вот дух старой Москвы, который здесь есть. Он такой вроде как потихонечку развеивается уже, вот, но все еще есть. Басманный район, это, мне кажется, если человек хочет увидеть Москву, то ему нужно сюда. Студия находится рядом с винзаводом и артплеем. Мне кажется, что когда кто-то покупает мою картину, он становится соавтором, потому что я слежу часто за картинами, которые меня покупают, и я вижу, насколько они видоизменяются в квартирах, кто-то оформляет, это тоже влияет. Современное искусство, мне кажется, оно как криптовалюта. Чем больше людей верят в него, тем оно стоит и выше ценится, больше. Да, и я думаю, что раньше такого не было, потому что раньше было много фигуративных всяких дел, и люди оценивали просто мастерство, схожесть того, что изображено на картине, с тем, что там изображено. А сейчас какая-то совершенно другая история, и мне кажется, очень похожа на криптовалюту.